Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал о вязании. И в этом видео я вам предлагаю связать тренд этого сезона — косынка бандана. Уже, наверное, только ленивый не записал мастер-класс на такую косынку. Ну и по просьбе своих подписчиц я тоже решила записать такой мастер-класс. У меня на обзоре две косынки. Сейчас расскажу по пряже, расскажу некоторые моменты и начнем вязать. Итак, первая косынка связана из пуха норки в два сложения основной нити, две дополнительные. То есть у пуха норки идет основная нить и вот такая вот дополнительная ниточка. Эта косынка связана в два сложения основной и два сложения дополнительной нити. На такую косынку у меня ушло чуть больше половины моточка. Из оставшейся пряжи я связала еще одну пару вот таких вот замечательных детских носочков. Цвет данной пряжи 848 мятный, состав пух норки 90% и микрофибра 10%. Вторую косынку, которую я буду вязать вместе с вами на мастер-классе, я связала из пряжи Alize Lana Gold 800. Цвет пряжи номер 28 и состав пряжи 51% акрила и 49% шерсти. Эту косынку я вязала в 4 сложения. Также для работы я использовала круговые спицы номер 4,5, и также нам еще понадобятся маркеры. Косынку будем вязать резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Сделаем отверстие под пуговицу, свяжем основную часть косынки, далее будем вывязывать косыночную часть и сделаем вот такое вот красивое и ровное убавление. Итак, основные моменты вроде рассказала, остальное все в процессе вязания. Если вы заинтересовались такой косынкой, добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Так, для начала нам нужно связать образец резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее измерить, сколько у нас получается петель в 10 сантиметрах. В моем случае это в 10 сантиметрах получается 19 петель. В 1 сантиметре это будет 1,9. Мой обхват головы 56 сантиметров, поэтому я 56 умножаю на 1,9, получаю 106,4. Округляю число до 106, то есть получается 106 петель и плюс 2 кромочные. В итоге всего нам нужно будет набрать 108 петель. Я люблю, чтобы головной убор свободно сидел на голове, поэтому я не вычитаю процент на растяжение. Если вы хотите, чтобы косыночка сидела плотно по голове, тогда из этого числа нужно вычесть 10-15% на растяжение, потому что резинка 2 на 2 очень хорошо тянется. И еще хочу обратить ваше внимание на один такой момент. В начале ряда после одной кромочной у нас будет 2 изнаночные. И в конце ряда мы тоже должны перед последней кромочной провязать тоже 2 изнаночные. Учтите все моменты при наборе петель. Итак, набираем петли удобным для вас способом. Я набираю классическим способом. Набираю на одну спицу, но петли сильно не затягиваю. Набираю 108 петель. Итак, мы набрали 108 петель и вяжем первый ряд.
Первую петлю мы снимаем. Дальше провязываем 2 изнаночные. Изнаночные я провязываю за переднюю стеночку. Дальше провязываем 2 лицевые. И продолжаем так вязать до конца ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязываем до конца ряда самостоятельно. В конце ряда провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные и в конце изнаночная кромочная. Мы провязали первый ряд. Дальше провязываем второй ряд по рисунку. Где лицевые мы провязываем лицевые, где изнаночные изнаночные. Лицевые я провязываю за заднюю стенку. Изнаночные провязываю за переднюю. Две лицевые. Две изнаночные. Второй ряд довязываем до конца самостоятельно. В третьем ряду будем вывязывать отверстие для пуговицы. Итак, в конце третьего ряда мы сделаем отверстие для пуговицы. Для этого закроем вот эти вот 2 лицевые петли. Итак, провязываем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше эти 2 петли провязываем 2 вместе лицевой. Петлю возвращаем на левую спицу и эту петлю провязываем вместе со следующей изнаночной петлей, тоже 2 вместе лицевой. Дальше у нас 1 изнаночная и изнаночно-кромочная. Вяжем 4-й ряд. Первую кромочную снимаем. По рисунку у нас 2 лицевые. И в этом ряду нам нужно добрать 2 изнаночные петли. Накидываем петли вот таким образом. Первая петля и вторая петля. Хорошо подтягиваем рабочую нить, чтобы эти петли в процессе вязания не растянулись. И дальше вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем так до конца ряда и с 5-го ряда будем вязать поворотными рядами. Итак, далее мы начинаем вязать 5-й ряд. С этого ряда мы будем вязать поворотными рядами. Кончик рабочей нити у меня сейчас находится с правой стороны. Значит, эту сторону я буду считать лицевой. Пометила ее маркером. Дальше начало 5-го ряда у нас никак не меняется. Мы вяжем по рисунку. Первую кромочную снимаем. Дальше у нас 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем по рисунку до конца ряда, до последних 5 петель. Последние 5 петель не провязываем. Итак, мы в конце 5-го ряда. У нас по рисунку 2 лицевые. Это те 2 петельки, которые мы в предыдущем ряду набрали. 2 изнаночные и 1 кромочная. Их мы сейчас не провязываем. Нам нужно развернуть вязание. Но для того, чтобы нам развернуться, нам нужно сделать следующим образом. Вот эти 2 петли у нас по рисунку идут лицевые.
нам нужно эту лицевую петлю обернуть рабочей нитью. Итак, лицевая петля, рабочая нить перед работой, петлю снимаем, рабочую нить возвращаем за работу и эту петлю возвращаем на место. Теперь разворачиваем вязание. Рабочую нить за работу, так как у нас следующая петля лицевая. Подтягиваем рабочую нить, чтобы здесь не было большого отверстия. Вот таким образом у вас должно получиться. И дальше вяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные и одеваем маркер. Дальше провязываем этот ряд по рисунку, как идут петли. 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем до конца, не довязывая последние 5 петель. Итак, не довязываем последние 5 петель. Так, теперь с этой стороны у нас та петля, которую нам нужно обвить рабочей нитью, она у нас изнаночная, поэтому оставляем рабочую нить за работой, петлю переснимаем на правую спицу, перекидываем рабочую нить перед работой и возвращаем изнаночную петлю на левую спицу. Разворачиваем вязание. И посмотрите, вот эта петля у нас обвитая рабочей нитью. Дальше у нас по рисунку идет изнаночная. Провязываем 1 изнаночная, 2 изнаночная, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые и одеваем маркер. И дальше продолжаем вязать по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем до маркера. Итак, довязываем до маркера. У нас по рисунку 2 изнаночные. Дальше нам нужно развернуться, но прежде чем развернуться, нам нужно следующую петлю после маркера обвить рабочей нитью. У нас по рисунку петля идет лицевая, поэтому перекидываем рабочую нить перед работой, снимаем лицевую петлю на правую спицу, рабочую нить перекидываем за работу и возвращаем эту петлю на левую спицу. Вязание разворачиваем. Развернули, подтянули рабочую ниточку и дальше провязываем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Одеваем маркер. И вяжем опять по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем до маркера. И опять довязываем до маркера. Дальше нам нужно развернуться, но прежде чем развернуться, мы должны следующую петлю после маркера обвить рабочей нитью. Она у нас по рисунку изнаночная, поэтому рабочая нить за работой, петлю переснимаем на спицу, рабочую нить перекидываем перед работой, возвращаем петлю на левую спицу и вязание разворачиваем. Подтягиваем рабочую ниточку и дальше провязываем по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые. И вешаем маркер. И таким образом мы провязываем от маркера до маркера. Провязав до маркера, перед разворотом
Мы следующую петлю после маркера обвиваем рабочей нитью. Если это лицевая петля, то рабочая нить перед работой. Если изнаночная петля, то рабочая нить за работой. После этого разворачиваем вязание, провязываем 4 петли по рисунку, так как они идут 2 изнаночные, 2 лицевые. И не забываем вешать маркер. Вяжем таким образом поворотными рядами от маркера до маркера, сокращая с каждой стороны по 4 петли. И вяжем так до тех пор, пока по центру не останется примерно 4-5 лицевых дорожек. Провяжите оставшиеся ряды самостоятельно. Итак, мы провязали необходимое количество рядов. Это у меня лицевая сторона. Вот у меня отмечен маркер. И по центру у меня получилось от маркера до маркера 4 лицевые дорожки. 1, 2, 3, 4 и 5 изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. Также необходимо проверить, чтобы с правой и с левой стороны количество дорожек было одинаково. И по высоте это получается примерно 11 сантиметров. Далее, начиная с этого момента, теперь с каждой стороны мы будем добавлять по 4 петли. И будем вязать до тех пор, пока в работу не войдут все петли. Итак, довязываем до маркера. Вяжем все по рисунку. Итак, маркер снимаем и провязываем 4 петли после маркера по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующая петля у нас обвитая. Мы будем разворачиваться перед обвитой петлей. Вязание разворачиваем и одеваем маркер на правую спицу. Далее вяжем в другую сторону. Первую петлю мы снимаем. Дальше вяжем по рисунку до маркера. Довязали до маркера. Маркер убираем. Провязываем 4 петли по рисунку. С этой стороны у нас 2 изнаночные и 2 лицевые. Следующая петелька у нас обвитая. Перед обвитой петлей мы вязание разворачиваем и маркер одеваем на правую спицу. Дальше вяжем опять до маркера. Первую петельку мы снимаем, подтягиваем рабочую нить, чтобы петля не вытягивалась, и провязываем по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем до маркера. Итак, довязали до маркера. Маркер снимаем. После маркера нам нужно опять будет провязать 4 петли и только после этого развернуться. Но из этих 4 петель вот эту первую петлю мы должны провязать вместе вот с этой обвитой петелькой. Мы снимаем петлю на правую спицу и поднимаем обвитую петлю. Возвращаем 2 петли на левую спицу и провязываем лицевой. У нас идет по рисунку лицевая петля. Лицевая — это первая петля, дальше лицевая вторая и 2 изнаночные. И перед следующей обвитой петлей мы вязание разворачиваем. Вешаем маркер. Маркер можно не вешать, если вы точно будете уверены, что вы не пропустите эту обвитую петлю, то тогда можно вязать без маркера. Итак, вяжем в другую сторону.
Первую петлю мы снимаем. Дальше по рисунку лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Продолжаем вязать до маркера. Здесь перед маркером лицевую мы провязываем за переднюю стеночку. Дальше маркер снимаем. Дальше мы должны провязать 4 петли после маркера, но первую петлю мы должны провязать вместе вот с этой обвитой петелькой. Она у нас по рисунку изнаночная. Переснимаем петлю на правую спицу, подхватываем обвитую петлю, возвращаем 2 петли на левую спицу и провязываем изнаночные. По рисунку первая изнаночная, дальше вторая изнаночная и 2 лицевые. Перед следующей обвитой петлей разворачиваем вязание. Вешаем маркер и провязываем опять. Первую кромочную снимаем, подтягиваем рабочую ниточку. Дальше у нас по рисунку изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем опять до маркера. Маркер снимаем. Обвитая петля перекидываем на спицу, подхватываем петлю, возвращаем 2 петли и провязываем лицевой. Первая, вторая, третья, четвертая. Перед следующей обвитой петлей разворачиваемся. Вешаем маркер. И опять провязываем до следующего маркера. И таким образом мы будем вязать до тех пор, пока в работу не войдут все петли. Добавляем с каждой стороны по 4 петли, то есть мы довязываем до маркера. После маркера у нас идет обвитая петля. Мы поднимаем обвитую петлю и провязываем 2 вместе по рисунку. То есть, если это лицевая петля, мы провязываем лицевую, если это петля изнаночная, провязываем изнаночную. И дальше провязываем еще 3 петли по рисунку до следующей обвитой петли. Перед обвитой петлей мы опять разворачиваемся и вяжем в другую сторону. Таким образом мы должны включить в работу все петли. Итак, провяжите оставшиеся ряды самостоятельно. Итак, мы вводим в работу последние 4 петли, довязываем до маркера, маркер убираем. Следующая петля у нас обвитая, снимаем ее на правую спицу, подцепляем обвитую петлю. Перекидываем эти петли на левую спицу и по рисунку мы должны ее провязать лицевой. Лицевая, следующая петля лицевая, дальше 2 изнаночные и изнаночно-кромочная. Все, с одной стороны у нас петли полностью в работе. Все, довязываем до маркера и включаем последние 5 петель вместе с кромочной в работу. Вводим в работу последние петли с другой стороны. Довязываем до маркера, маркер убираем. Поднимаем петлю. Провязываем изнаночной. Следующая
и последняя кромочная. Все, мы полностью провязали все петли. Далее нам нужно провязать 2 ряда без изменений. Вяжем также резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 ряда справа налево и слева направо. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, мы закончили вывязывать основную часть. Сейчас мы начнем вывязывать косыночную часть. Для этого нам нужно будет закрыть петли с каждой стороны. Будем закрывать примерно 11 сантиметров. Сейчас я начну закрывать петли и в итоге скажу, сколько получилось петель. Итак, первую кромочную снимаем. Следующую изнаночную мы провязываем лицевой за переднюю стенку. И кромочную продеваем через эту петлю. Первая. Все петли будем провязывать лицевыми петлями. Вторая. Третья. Итак, мы закрыли 22 петли. Это примерно 12 сантиметров. И давайте посмотрим по дорожкам. Лицевых дорожек 1, 2, 3, 4, 5. И изнаночных 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек. Как раз вот эта вот петелька от изнаночной дорожки у нас пойдет на кромочную. Дальше мы вяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в конце ряда мы не довязываем 23 петли, будем закрывать петли с другой стороны. Итак, вот мы оставили 23 петли, которые нам нужно закрыть. Мы их не провязываем, а просто перекидываем на правую спицу. Разворачиваем, чтобы нам было удобно. И берем крючок. Первую петлю перекидываем на крючок. Дальше снимаем следующую петлю и протягиваем ее через снятую. Следующую петлю и провязываем. Дальше снимаем следующую петлю и протягиваем. И таким образом закрываем 23 петли с этой стороны. Закрываем последние петли. И вот эту последнюю петлю нам нужно развернуться и провязать кромочной. Обязательно проверить с левой и с правой стороны, чтобы дорожки у нас совпадали. У нас должно быть закрыто 5 лицевых дорожек и 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, 3, 4, 5 лицевых дорожек. То есть одинаковое количество дорожек с левой и с правой стороны. Сейчас мы на изнаночной стороне мы провяжем один ряд без изменений и по лицевой стороне будем формировать косыночную часть. Итак, как мы будем провязывать изнаночные ряды? Для формирования красивого края у косынки мы будем провязывать изнаночные ряды следующим образом. Первую кромочную мы снимаем. Дальше следующую изнаночную петлю мы тоже
просто снимаем на правую спицу, не провязываем. Нить у нас перед работой. Дальше вяжем по рисунку. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда провязываем все так же по рисунку. Изнаночная, но предпоследнюю вот эту петельку изнаночную мы не провязываем. Нить перед работой снимаем ее просто на правую спицу, не провязывая. И последняя у нас петля кромочная, мы провязываем ее изнаночной. Переходим на лицевую сторону. Вот у меня маркер помечен, что это у нас лицевая сторона. Итак, теперь мы будем делать убавки в каждом лицевом ряду с каждой стороны по одной петельке. Провязываем первую петлю кромочную, мы снимаем, следующую петлю провязываем лицевой. Дальше нам нужно сделать одну убавку. У нас по рисунку идет лицевая и изнаночная. Провязываем 2 вместе за заднюю стенку лицевой. Дальше вяжем по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и провязываем так до конца ряда. Итак, в конце ряда не довязываем 4 петли. Изнаночную и лицевую нам нужно провязать 2 вместе лицевой. Для этого мы лицевую петельку перевернем и провяжем за переднюю стеночку 2 вместе лицевой. Дальше у нас лицевая и изнаночно-кромочная. Дальше провязываем изнаночный ряд, первую петлю снимаем, вторую тоже снимаем изнаночную нить перед работой и провязываем по рисунку, как идут петли. 1 изнаночная, 1 лицевая, дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, провязываем все по рисунку, как у нас лежат петли. Изнаночная, предпоследнюю изнаночную в изнаночном ряду мы не провязываем, снимаем просто, и последнюю провязываем кромочную изнаночной петлей. И не забываем, что в каждом лицевом ряду мы будем убавлять с каждой стороны по одной петельке. Итак, первую мы снимаем, вторая у нас всегда будет лицевая. Дальше мы петельку убавляем. У нас по рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И вяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем до конца ряда. В конце ряда провязываем изнаночную и лицевую 2 вместе лицевой. Для этого лицевую петельку мы переворачиваем и провязываем за переднюю стенку. Дальше предпоследняя петля у нас всегда лицевая в лицевом ряду, и кромочная у нас всегда изнаночная. И таким образом мы будем убавлять петли до тех пор, пока у нас на спице не останется 6 петель. Итак, давайте еще раз. В изнаночном ряду первую кромочную снимаем,
Вторая кромочная у нас всегда изнаночная, мы ее не провязываем, мы ее тоже снимаем, нить перед работой. Дальше вяжем все петли, как идут у нас по рисунку. Изнаночные, значит изнаночные. В этом ряду у нас получилось кромочная, изнаночную сняли и 3 изнаночные подряд. Дальше по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть как петли у нас идут по рисунку, так мы их и провязываем. В конце ряда тоже провязываем все петли по рисунку, как они идут. Предпоследняя петля у нас всегда изнаночная. В изнаночном ряду мы ее снимаем, не провязывая нить перед работой. Последняя петля изнаночная. Разворачиваемся на лицевой ряд и в лицевом ряду делаем убавление. Первую петлю снимаем. Вторая петля у нас всегда будет лицевая, мы ее просто провязываем. Дальше 2 петли мы убавляем, провязываем лицевой за заднюю стенку. Следующие петли идут по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночные и дальше как по рисунку. Когда будете убавлять в лицевом ряду с левой стороны 2 лицевые, не забываем, что эти 2 петельки мы должны развернуть. И первую, и вторую. И провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И дальше 1 лицевая и изнаночная. И у нас формируется вот такой красивый край. И таким образом убавляем по 1 петле в каждом лицевом ряду до тех пор, пока на спицах не останется 6 петель. Провяжите оставшиеся ряды самостоятельно. Итак, мы полностью провязали косыночную часть. Сейчас у нас на спице осталось 10 петель, 6 петель основного рисунка и по 2 петли кромочной с каждой стороны. Теперь переносим эти петли на крючок и будем стягивать оставшиеся петли. Продеваем рабочую нить через все петли. Затягиваем. Нитку отрезаем и вытягиваем. Кончики нити мы все прячем, пришиваем пуговицу, и наша косыночка готова. На этом мастер-класс закончен. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно мне напишите об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк этому видео и не забудьте поделиться с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!